Так, друзья, поклевочка. Хороший. Только собрался. Думаю, перееду. И поклевка. Опять на эту боковую удочку, мою самую даль. Крайнюю получается. Кто ж ты там такой? Ой, хороший. Зацепился. Опа, есть. А зацепился ж плавником. Ух, четверка, 100%. Друзья, всем привет! Охота на карпа продолжается. Раннее утро, август месяц. У нас дня 3 лил дождь, не переставая. Резко похолодало, но с сегодняшнего дня погодка настраивается. Я уже выплыл на водоем, ищу скопление роек, пока нет волны, где роется карп. Как найду такое место, там заякорюсь и буду пробовать ловить его на поплавок. Смотрите, впереди сколько роек. Ух, аж бурлит все. Оснастка у меня карповая. Леска стоит мощная. Идет у меня, в самом верху у меня идет стопорок, затем поплавок, основной груз, подпасок и крючок. Крючок обязательно карповый, хороший. О, вижу, вдалеке начинает потихоньку опять тут карпик копошится. На 3 удочки повешу горох, а на одну попробую кукурузу. Не пробовал тут никогда рыбачить на кукурузу. Может, на кукурузу клюнет какой-нибудь трофейный карп, такой килограммчиков на 8. Одна удочка есть. Под краешек. Опача, есть. И забрасываем. Хочу тут недалеко. Совсем. Вот так. Потом посмотрю. Чуть дальше заброшу.
По ходу рыбалки будет видно и понятно, как бросать дальше, ближе. Так, на эту удочку, на третью, решил повесить кукурузу. 3 кукурузинки. Вот такая красота. Жало чуть-чуть видно. Так. Эту подальше. Попробую дальше всех забросить. Снасти заброшены. Фрикцион везде проверил, ослабил. Теперь будем ждать поклевку. Но с тех пор, как я тут остановился и забросил все свои снасти, роек больше не вижу. Ну, постою около полчасика, если не будет никаких движений, поклевок и так далее, то поплыву в другое место. Так, ребята, пошел поплавок. Кто-то есть. Вот вам и первая поклевка. Только с вами поговорил. Вроде что-то небольшое, мне так кажется. Или мне просто так кажется пока. На горох клюнул. Карпуша. Ну, такой хороший, я вам скажу. Сейчас мы его... Хороший. Клюнул на поплавок, который возле лодки я забросил. Совсем недалеко. Ух. Бандит. Куда ты? Мучаю пока его. Или он меня. Да ты смотри. Какой упертый. За палку зашел. Ух ты. Ну, пошел сюда. А у меня тут подхватка. Так, хватит с тобой играться. Будем тебя доставать. Да-да-да, друг. Плавником зацепился пилой своей за леску. Вот, может и леску оборвать. Есть, ребята. Фух, ну это трешка. Трешка законно. С момента рыбалки прошло 10 минут. Вот такой, ребята, красавчик. Ну это 2,5-3. Железно. Железно 2,5 100%. Так, в садок товарища. Есть. Решил, пока волны нету, переплыть в другое место, поискать ройки и попробовать там порыбачить. На этом месте я поймал одного карпика. И все, больше ни роек, ни поклевок. Простоял полчасика. Решил не терять время. И сейчас плыву по озеру, ищу, где же он кормится, где же он стоит. Роек практически вообще нигде нету.
Так, есть. Вроде бы небольшой. Небольшой паренек. А ну-ка. Иди сюда. Так. Карпуша. Вот такой карпик. Сейчас мы его отпустим. Плыви. Решил проплыть вдоль берега, еще посмотреть ройки. И наткнулся тут на одно место, упавший клен в воду. И возле него было много роек, штук 6. Думаю, стану, попробую. Может, клюнет какой-нибудь хороший карпик. Ну вот сейчас была только что первая поклевка. Карпик грамм 300, не больше. Ну, может, до грамм 400. Посмотрю, если и дальше будет такая мелочь ловиться, то буду искать дальше карпика в другом месте. Начинал я рыбачить вот тут на углу. Ну, проплыл буквально метров 100. И вот нашел тут пятачок. Тут вот роется он. Все в пузырях. Попробуем еще здесь. Ух, какая ройка. Большая. Недалеко от поплавка. Так, топит, ребята, топит. Пошел. Есть. Только, друзья, тут остановился рыбачить. На дальнюю удочку клюнул. Ну так клевал вообще, что-то по чуть-чуть топил поплавок. Сильно не сопротивляется, что удивительно. Так, где ж ты там? Хорошие ребята. Так, сейчас главное мне, чтобы не перепутал удочки. Подхватку увидел и все. И... Поплавок отломал, ё-моё. Есть. Вот такой красавчик, друзья. Ну вот, сработала и вторая точка. Вот что значит наблюдательность. Проплыл буквально 100 метров, увидел ройки, забросил наживку и буквально через 5 минут сразу поклевка. Ну и поклевка была такая какая-то интересная. Чуть притопил карпик поплавок, потом где-то секунд 15 вообще не было никаких движений. А потом, да, потом поплавочек потихоньку стал тонуть.
Ласточки прямо над головой летают. Там за самым дальним поплавком, где-то в 2 метрах, постоянно роется карп. И чуть дальше туда, ближе к берегу. Получается, от меня дальше и ближе к берегу. Постоянно ройки. Постою сейчас тут еще. Ну сколько? Минут 20 может. Подожду. И если не будет поклевки, то смещусь ближе к берегу метров на 10. Примерно стану, где сейчас мои поплавки. А сбрасывать буду ближе к берегу стараться. После того, как вытянул карпа, поклевок пока нету, решил попить чая. Крестик мне наготовила вот таких бутербродов с сыром. Сделала чай. Сейчас немножко подкреплюсь. Так, друзья, поклевочка. Хороший. Только собрался. Думаю, перееду. И поклевка. Опять на эту боковую удочку, мою самую даль, крайнюю получается. Кто ж ты там такой? Ой, хороший. Зацепился. Опа, есть. А зацепился ж плавником. Ух, 4, 100%. Ой, смотрите, какой красавец. Вот это карпуша. Морда здоровенная. Вот это да, парниша. Только собирался переплывать на другое место. Поворачиваю голову, уже поплавок начинает, уже дергается поплавок. Я думал сначала мелочь, так по чуть-чуть начал притапливать, притапливал, потом полностью уже потопил. Не знаю, было вам видно или нет, но поплавок был недалеко от лодки. Это на самую ближнюю удочку у меня поклевка. А перед этим, кстати, я заметил, за минуту до этого, до поклевки, рядом была, где-то метрах в 2, была хорошая ройка большая. Как достал последнего карпа, поклевок больше не было, уже около где-то получаса. А ройки есть вот в той стороне, буквально метров 30 от меня. Постоянно там роется карп. И я стану, вот где у меня сейчас поплавки, я там стану и туда буду дальше бросать. Плыву очень-очень медленно. У меня еще тут садок с рыбой тяну за собой. Карп там возмущается, в этом садке прыгает, шугает все вокруг. Гад такой. Вот так как я смотрю, метрах в 15 ройки 3 вижу даже, сразу 3 подряд. Вот я там и стану. Карп роется практически возле всех поплавков. И чуть ближе к поплавкам, и дальше. Но поклевок пока нету. А нету из-за того, я так думаю, что с самого утра ветер был северо-западный, сейчас юго-западный. И постоянно меняет свое направление. Ну это я так думаю, может на самом деле, может это не особо и влияет. Такая перемена ветра. Но насколько я заметил, и часто замечаю, когда меняется ветер, часто дует то с одной стороны, с севера, к примеру, потом резко с юга, рыбка перестает клевать. Так, топит, ребята, топит.
Пошел. Есть. Только, друзья, тут остановился рыбачить. Что-то он какой-то совсем слабый. И небольшой, кстати. Что там дергал. На. Малыш. Так. Сейчас мы его достанем. Есть, друг. Небольшой. Друзья, вот такой паренек. Кило, может, кило 200. Прыгает под самыми поплавками. Так и есть, друзья, поклевочка. Хороший. Подтянул. Собрал все удочки. Собрал все в кучу удочки. Ё-моё. Куда ж ты? Хороший. Запутал мне там все, запутал. Просто все. Есть. Такой паренек. Ух, куда ж ты пошел? Оборвал, ё-моё. Сейчас и посмотрим. Да, 0,35 леска, ребята. Это хороший карпик был. Вот это карпище у меня сошел. Я подсек, фрикцион был отрегулирован. И мне что-то показалось, что он сильно много я отпустил фрикцион. Думаю, немножко подтяну фрикциончик. Он много лески не размотал, не ушел далеко от меня. И это оказалось большой, огромной ошибкой. Надо было вообще не трогать фрикцион, дать ему погулять, а потом уже по чуть-чуть начинать его подтаскивать к себе. Но карп был огромнейший, как дал. Я вот даже, он куда хотел, туда плыл, давил, а потом сделал резкий рывок. Леску 0,35 в хлам. Значит, да, это был серьезный карпуша. Посидел, ребята, наверное, часика полтора. Поменял пару точек. Поклевок нету. Уже 11 часов. Буду собираться домой. Клевал карпик только на горох. Кукурузу не хотел. Сейчас соберу снасти, выплыву на берег и взвесим с вами самого большого карпа. Фух, ну все, выбрался на берег, ребята. Вытащу лодку, помою. Вот такой у меня беспорядок.
Сейчас все поупаковываю, поубираю. У меня все умещается в багажник, багажник большой. А лодку сверху на сиденье сзади. Рыбалка сегодня прошла на ура. Я доволен. Так, положил одного карпика. Самого большого выбрал. Сейчас посмотрим, сколько он тут весит. Так, весы по нулям. 3 килограмма ровно. Поклевки сегодня все были на горох наваренный. Клевала рыбка с 6 и до 9 хорошо. После 9 до 11 слабенько-слабенько. Как ветер начал меняться, все, сразу клев перестал. Рыбалка я доволен. Если вам тоже понравилась рыбалка, ставьте лайки. Нажимайте обязательно колокольчик. Делайте репосты, не забывайте. Всем пока.